На Земле живут миллиарды людей, и с каждым днем нас становится все больше и больше. А что бы вы сделали, если бы я вам сказал, что Земля, на которой мы живем, умирает? Когда я понял, что старая система движется к провалу, мне стало ясно, что жить по-старому уже невозможно. Старый и привычный мир создает разрушение, убивает, насилует планету, уничтожает все живое, включая самих людей. Неважно, где мы живем, это может быть Россия, Европа, Африка, Азия, Америка, Австралия или Северный полюс. Экологические проблемы коснутся нас везде, и это не зависит от того, насколько чист город, в котором кто-либо из нас проживает. Кислород у нас на всех один, и его загрязнение сказывается на всех, в любой части света. Чем больше растет наша цивилизация, тем больше мы сталкиваемся с проблемами энергопотребления. Современная добыча энергии напрямую зависит от таких ископаемых, как газ, уголь, нефть и ее производные. При добыче большинства привычных ископаемых истребляется огромное количество растений, вырубаются леса, загрязняются и отравляются водоемы, в том числе и с пресной водой. Самыми главными источниками электроэнергии в современном мире все еще являются ископаемые, которые нещадно выкачиваются из Земли и служат для ее же уничтожения. Но есть ли выход из этого? Да, есть. Технология, о которой пойдет речь, это разработка Дениса Тяглина, который создал и запатентовал систему энергогенерации из ветра, встроенную в архитектуру зданий, улучшенную во множество раз экосистему добычи энергии, без присущих недостатков старой добычи ресурсов. Разработка позволяет значительно эффективнее использовать как и поток ветра, так и сами здания, в которых будет размещена система, являясь безопасной для людей и животных. Основное, что может дать этому миру данная разработка, это экологичность производимой энергии, ее безопасность для природы и человека, дать больше энергии при минимальных затратах, возможность применения ее как в жилых, так и нежилых зданиях, и множество инноваций, которые так не хватало до этого в старых системах добычи энергии из ветра, да и в принципе и других видов. Все, что нужно для реализации, это помочь проекту воплотиться в жизнь путем краудинвестинга, народного финансирования. Проект уже получил поддержку многих инженеров и ученых, и конечная реализация планируется на 2023 год. Вы также можете стать частью этого проекта. Я могу часами говорить про то, как это работает, в чем преимущество системы Energy 20 и недостатки старой системы добычи, но опущу этот момент, дав вам информацию для самостоятельного изучения и осмысления, то, о чем я говорил ранее. Вы можете стоять в стороне и смотреть, как мир, в котором будут жить ваши дети, умирает, а можете стать его активным участником, приложив к этому руку и внеся посильный вклад в развитие экосистем. Это не переход на радикально новое, это переход в необходимое общество развития, целевое и возобновляемое использование энергии, без уничтожения и разрушений. Подумайте и ответьте себе, хотите вы жить в грязном мире или в новом мире без нефтяных пятен, отравленных вод, умирающих животных и людей, ведь там могут быть ваши родные, ваши дети, ваши родители. Выбор стоит именно так и никак иначе. Вся необходимая информация для изучения будет под этим видео.